Привет! Как часто вы думаете о Римской империи? Где-то полгода назад появился флешмоб, который выявил, что, оказывается, чуть ли не все мужчины думают о ней каждую неделю, что на первый взгляд кажется удивительным. Но я не хочу сейчас проводить сравнения и говорить, как на самом деле много всего досталось нам в наследство с тех времен. Я хочу поговорить о том, как появилось то, о чем даже спустя 2000 лет так часто думают. В смысле, как возникла Римская империя, как маленький итальянский городок превратился в сверхдержаву на всю Европу и часть Африки, и как из республики стал империей. Рим в самом начале своей истории был такой прям традиционно древней племенной монархией. Потом что-то изменилось. Римский народ скинул последнего царя и установил республику. А само слово «царь» стало чуть ли не ругательным. Ну, в смысле, не прям именно это слово. Понятие «царь» появилось намного позже, но смысл вы поняли. Итак, дальше вроде бы все было хорошо. Республика победила Пирра, Карфаген, Македонию, не знаю, что там еще, Понтийское царство, в общем всех. Живи и радуйся. Но потом начались гражданские войны, смута, Цезарь, и потом хоп, Октавиан Август провозглашает Римскую империю. Мы полезли читать про этот процесс, и знаете, что самое интересное? Мы очень много, буквально до деталей, знаем внешнюю канву событий. Ну то есть все эти гражданские войны, как Цезаря забрутили в Сенате, как Клеопатра соблазнила Марка Антония, а потом самоубилась об змею. Все это известные сюжеты. Но вот где-то между этими событиями происходило самое важное, когда Римская республика превратилась в первую галактическую, Римскую империю. Хотя официально по названию Рим продолжал оставаться республикой. Если точнее, то форма правления там называлась Сенат и народ Рима. Так оставалось до самого конца этой страны. Но в историографии принято считать, что именно с Октавиана Августа от республики там осталось только название. И по факту Рим стал монархией. Хоть сам Август и говорил, что не создает империю, а восстанавливает ту самую старую добрую республику из Золотого века. Но это уже деталь. Видимо, автократы еще с античных времен пытались выезжать на лозунгах борьбы за традиционные ценности. Сейчас много людей не видят принципиальной разницы между состоянием Рима до и после Октавиана. Но, по-моему, это довольно важный момент. И сегодня я предлагаю посмотреть на этого человека, которому кардинально удалось поменять устройство самой мощной страны в своего времени. Октавиан Август не просто так смог превратить республику в империю. Он анализировал ситуацию, понимал, когда и что нужно делать, и благодаря этому пришел к успеху, которого еще не знала мировая история. Умение анализировать информацию – ключ к переходу в востребованную профессию, например, в IT. Понятное дело, что кроме логики, там нужно владеть и другими навыками, но этому можно научиться. Я рекомендую освоить профессию аналитика данных в Changeling Education. Это школа, которая специализируется на аналитике, а преподают там эксперты из крупнейших компаний типа Google и Booking. Курс устроен так, чтобы дать все необходимые навыки для трудоустройства: Python, SQL, BI-системы и так далее. Формат обучения очень удобный. Основную информацию вы осваиваете на платформе школы, а потом закрепляете ее на воркшопах раз в 2-4 недели. 75% времени вы тратите на практические задачи с обратной связью от реальных компаний-партнеров уровня Unilever. Задачи не только индивидуальные, но и групповые, потому что аналитикам нужно уметь работать в команде. У Changeling Education есть и помощь при трудоустройстве. Это и упрощенный отбор в компании-партнеры, и консультации с карьерным специалистом по составлению сильного резюме. Так что переходите по ссылке в описании и стройте успешную карьеру в IT. Сейчас на курс Аналитик Pro действует скидка 50%, а по моему промокоду ЗАЕЦ вы можете дополнительно сэкономить еще 10%. Итак, сегодня мы поговорим о том, что, собственно, тогда произошло, и вообще, какого хрена так случилось, что якобы восстановленная республика на деле оказалась новой диктатурой. Тут, правда, нужно несколько уточнить насчет терминологии. В Риме слово «республика» существовало прям вот так, оно даже писалось так, «республика», и означало «общее дело». Вот только со значением у этого слова ко временам Августа было все сложно. Что представлял Рим в своей базовой форме? Рим начинал как город-государство.
государства, или как его называли по латыни civitas. По сути, это было то же самое, что и полис в Греции, ну то есть городская община с прямой демократией. В Риме был сенат, где заседали главы знатных семей, и народные собрания. Точнее, там не было прям такого народного собрания, как в Афинах, когда все граждане собираются на площади и что-то решают. Нет, в Риме была целая многоступенчатая система собраний граждан по кварталам, трибам, по родам, куриям и так далее. Но по факту это было именно что прямая демократия. В Римской республике все чиновники сверху донизу выбирались самим населением, причем обычно на очень небольшой срок. Например, во главе государства стояли 2 консула, которых обычно выбирали на год. Ну, то есть в теории можно было переизбраться, но не сразу, а через 5 лет. Нужно было делать перерыв, чтобы у консулов не было соблазна захватить власть. Да, если что, у римлян в базе была идея, что концентрировать власть в одних руках — это плохо. Уникальное явление для древности. Но восприятие того, чем была нормальная республика, в Риме могло варьироваться. Если совсем упрощать, то в целом была идея о том, что республика — это просто, как бы мы сейчас сказали, государство, отстаивающее национальные интересы. Но вот что это были за интересы и какими методами их можно отстаивать, это был предмет для обсуждения. Так шли столетия, и к началу нашей эры среди римлян стали появляться мысли, что авторитарная власть — это, в общем-то, норм, если диктатор действует в интересах Рима. А пошли такие мысли от того, что в последние лет 200 старые институты города-государства как-то не сильно работали. Во-первых, Рим очень сильно вырос. Это был уже не город на Тибре, а империя на все Средиземноморье. Население Рима составляло по разным оценкам от 50 до 70 миллионов человек. По тем временам это было дофига. А демократия, напомню, оставалась прямой. Это когда жители не выбирают депутатов, а ножками приходят на собрание и голосуют. Вот только Рим образца 27 года до нашей эры фактически уже такую возможность не представлял. Тут важно сразу сказать, то, что мы называем Римской республикой, это по факту было 2 разных территории. Был Сенат и народ Рима, ну то есть полноправные граждане. Если сильно упрощать, то это были жители вечного города по рождению, плюс потомки тех италийских племен, которым римские власти предоставили гражданство, как бы сделав их тоже римлянами. Вот они имели право голосовать в народных собраниях, избирать магистратов и так далее. Их было 5 миллионов, то есть примерно 10% от общего населения Рима. Из них где-то 1 миллион жил в самом городе Риме, а остальные в основном в Италии. Хотя даже в Италии далеко не все были гражданами. Остальные территории назывались провинциями. Это были те самые разные земли от Галлии с ее лесными деревнями Астериксов и Обеликсов до древних цивилизаций Греции, Малой Азии или Египта, которые когда-то были намного древнее и развитее Рима. Эти территории были на положении этаких колоний. Ну, то есть буквально это была не составная часть Рима, а собственность того самого Сената и народа. Для этой части республики, то есть для 90% жителей, никакой особой демократии не существовало. Они были лишены даже самоуправления. Нет, где-то оставались местные царьки, но они полностью зависели от Рима. В большинстве случаев республика просто назначала в провинции прокураторов типа Понтия Пилата, которые вершили власть от лица Рима и отчитывались тоже только перед Римом. Это первый момент. То есть для основной массы населения республики при переходе власти от сената к императору ничего особо не менялось. Даже больше. Народам Востока, например, концепция божественного царя была понятней, чем вот это вот странное с сенатом, консулами и прочими менеджерами от государства. Но с коренными римлянами тоже было все неоднозначно. Ну просто потому, что, 5 миллионов граждан — это слишком дофига для прямой демократии. И даже 1 миллион населения Рима — это слишком дофига для классического полиса. По факту народные собрания к приходу Октавиана Августа уже лет 100 не работали нормально. Подавляющее большинство граждан в выборах не участвовали. Более-менее рабочим органом оставался только Сенат, но это было собрание римских аристократов, и простой народ сенаторов не то чтобы особо любил. К этому нужно добавить еще растущее социальное расслоение. Рим — уникальное общество, где рабы стали
реально движущей силой экономики, прям как по Марксу. И, например, в сельском хозяйстве это привело примерно к тому же эффекту, что и изобретение трактора и комбайна в 20 веке. Ну то есть оказалось, что поместья, обрабатываемые рабами, более выгодны, чем труд мелких крестьян. Это привело к тому, что в некоторых регионах республики деревни вообще вымерли как класс. Остались только огромные латифундии, обрабатываемые рабами, а мелкий крестьянин — это вообще-то самый массовый тип римских избирателей. Получалось, что электорат постоянно беднел и становился уязвим для демагогов и популистов. Кстати, была еще одна беда. Население Рима росло как на дрожжах. За 100 лет оно утроилось. Коммуникации за этим просто не успевали. Поэтому одной из главных проблем было снабжение вечного города продовольствием. И крепкий хозяйственник, который наладит подвоз хлеба, сразу мог получить голоса большинства горожан, а следовательно и власть в стране. И будто этого было мало, последние 100 лет республика не выходила из перетекающих одна в другую гражданских войн. А началось все с военной реформы, которую примерно за 100 лет до Октавиана провел римский полководец и политик Гай Марий. Суть там была такая: до реформы римская армия — это было по факту ополчение из граждан. То есть служить там могли все те же 10% населения, которые еще и кончались после неудачных войн. И вот в процессе одной не очень хорошо идущей войны в Нумидии, это плюс-минус современный Алжир, Гай Марий предложил реорганизовать армию. Теперь римские легионы стали профессиональными солдатами, очень хорошо оплачиваемыми солдатами. Даже рядовой легионер получал среднюю зарплату по Риму. Поэтому в легионы активно шли бедняки, для которых это был шанс вырваться в люди. Человек подписывал контракт на 16 лет. То есть, по сути, он уходил в армию на всю жизнь. А тем, кто успешно доживал до конца срока, полагался участок земли и 2 раба. И вроде все было хорошо. Резко повысился уровень боевой подготовки и, следовательно, боеспособности солдат. За несколько лет в тренировочных лагерях легионеры становились прям терминаторами. Для них нормой было совершить марш-бросок с полной выкладкой, а потом сходу, не отдыхая, приступать к постройке укрепленного лагеря. Эта армия разбила и нумидийцев, и вторгнувшиеся в Италию германские племена, а потом захватила все Восточное Средиземноморье. Но был один нюанс. Легионеры присягали не Риму, а своим военачальникам. И полководец, а не сенат или народ, платил им жалования. Полководец выбивал для легионеров земельные участки. Так что, по сути, легионы были больше привязаны к своим генералам, чем к законам Рима и тем более сенаторам в теплых креслах. Итак, у нас есть к данному моменту барахлящие институты, социальный кризис и еще куча по факту ЧВК, которые подчиняются только своим лидерам. Как говорится, let the civil war begin. И война началась. Еще до того смута в Риме означала восстание рабов или покоренных народов. За полвека между 91 и 29 годами до нашей эры республика пережила 11 полноценных гражданских войн между разными президентами на власть. 11! И там еще помимо этого было восстание Спартака, которое немножечко не в тему, но шороха тоже навело. Ну то есть страна фактически не выходила из состояния перманентной гражданской войны. Гай Марий, потом Сула, потом Помпей, Крас, Цина, Катилина, Долабелла, черт лысый, Цезарь, Марк Антоний. Претендентов было просто невероятное количество. По этому поводу хорошо сказал Вергилий, современник тех событий. Великая держава чуть ли не погибла в столь же великой смуте. Лить кровь стала нормой. Ну, в смысле, конечно, уровень насилия в Древнем Риме, как и в любом аграрном обществе, в любом случае был выше того, к чему мы привыкли, даже сейчас. Но то, что творилось во времена гражданских войн, это был вообще капец. Каждый победитель, входя в Рим, устраивал резню своих оппонентов. Гай Марий вообще как-то заблокировал подвоз в Рим хлеба, чтобы голодом заставить признать его главным. Ну а на случай, когда вооруженные легионеры заходили в Сенат или в Народное собрание и добивались того, чтобы добровольно было принято нужное решение, это вообще стало нормой. Политические убийства тоже стали обыденностью.
Среди римских политиков не оставалось никого, кто бы за последние несколько десятилетий не предавал, не убивал и оставался верным своим принципам. Хотя таким можно назвать убежденного республиканца Цицерона. Вот только сам Цицерон пал жертвой политического убийства по приказу Марка Антония, и его отрубленную голову выставляли на форуме. Сенат превратился из собрания римской родовой знати черти во что, потому что каждый полководец, захвативший власть, заполнял Сенат своими сторонниками. Тут дальше всех пошел Юлий Цезарь, который вообще, вдумайтесь в это, дал звание сенаторов вождям галлов, которые ему присягнули. То есть варваров. В Риме той поры даже ходила грустная шутка, что если встретишь на улице галла, то ему надо поклониться и указать дорогу в Сенат. Народное собрание продолжало собираться, но все голосования, там процентов на 90, контролировались текущим диктатором. Если до всего этого беспредела в Риме было что-то похожее на политические партии со своей идеологией, были оптиматы, сторонники аристократии, и популяры, сторонники народного собрания, то к концу войн вся эта система окончательно деградировала, и остались только группировки, поддерживающие того или иного полководца. Когда власть захватил Цезарь, то вообще шли разговоры, чтобы дать ему царский титул. Правда, тогда сенаторы все еще боялись монархии, и потому Цезаря на всякий случай грохнули. Но вот римский народ уже в масти своей убийство якобы кровавого диктатора не поддержал, потому что большинство римлян были просто деморализованы и хотели только, чтобы все это закончилось. Так что, когда на горизонте появился молодой Октавиан, то на всеобщем кровавом фоне он даже выгодно смотрелся. Теперь давайте наконец поговорим о нем подробно. Октавиан в большой политике, можно сказать, был человеком почти случайным. При рождении его звали Гай Октавий Фурий. Гай — это имя, Октавий — название рода, что-то вроде фамилии, а Фурий — семейное прозвище, типа фуриец. По одной из версий, прадед Октавиана был канатчиком из города на юге Италии. Враги будущего Августа даже иногда говорили, что этот самый прадедушка-канатчик был вольноотпущенником, то есть бывшим рабом, но это, скорее всего, выдумка. Но что правда, так это то, что род Октавиев действительно был ничем не примечателен. Семья Гая Октавия Старшего представляла собой мелкую знать в городке Велитры в 30 километрах от Рима. Вообще вся история Октавиев — это история о том, как внутри одной семьи постепенно растет капитал. Дед Октавиана был богатым ростовщиком, который буквально купил себе проход в римское дворянство. Отец, Гай Октавий Старший, смог сделать политическую карьеру и стать сенатором. Правда, в его биографии самым ярким эпизодом был разгром шайки беглых рабов. Матерью Октавиана была Атрия, про которую можно сказать примерно то же самое, что и про ее мужа. Ну, типа ее род тоже был относительно богатым, относительно знатным, но без особых претензий на величие. Единственное, что выделяло Атию среди сотен точно таких же аристократок, так это то, что ее мать была сестрой Юлия Цезаря. То есть Октавиан приходится Цезарю внучатым племянником. Седьмая вода на киселе, если честно. Поэтому, когда в дверь его дома постучался посланец, сказавший, что Цезарь мертв и теперь он, Октавиан, его наследник, тот просто прифигел. Ну потому что какого черта, собственно говоря. Нет, безусловно, все случилось не совсем с бухты-барахты. Примерно за год до своей смерти Цезарь начал готовить Октавиана в преемнике. На триумфе в честь победы над Испанией Октавиан, который был младшим офицером, 17 лет от роду, ехал вторым после Цезаря. Он пригласил племяннику учителя из Греции и так далее. Но завещание Цезаря до самого конца было тайной. Какого хрена Цезарь выбрал именно этого пацана в наследнике — отдельный вопрос, на который у историков нет до сих пор четкого ответа. Ну, просто потому, что если так посмотреть, то у него были более понятные кандидатуры. Например, Марк Антоний, второй консул и полководец, который с Цезарем был очень долго и всерьез рассчитывал занять его место. Был Децем Брут, правитель Цезальпинской Галлии, который тоже себя видел преемником.
Правда, думаю, он вычеркнул себя из этого списка, когда вместе с другим Брутом лично поучаствовал в убийстве Цезаря. Я к тому, что были кандидаты из куда более уважаемых людей. Но Гай Юлий выбрал 17-летнего юнца, который ничем не выделялся. Единственная нормальная версия в том, что Цезарь готовил его сильно на перспективу. По плану Октавиан должен был отучиться у греческих философов, потом вместе с дядей на несколько лет отправиться в поход против парфян, который планировал Цезарь. Там прославиться как герой войны, а потом уже стать официальным преемником. Ну то есть Цезарь вряд ли ожидал так быстро отправиться на тот свет, но вышло как вышло. И в результате Октавиану пришлось добираться до Италии из современной Албании, с другого берега Адриатического моря. К моменту, когда он прибыл, власть в Риме, казалось, уже была поделена. Правил тот самый Марк Антоний, но Октавиан умудрился в свои 18 переиграть опытного полководца. Он просто обратился напрямую к народу. Ну, то есть, как это выглядело? Октавиан ходил по Риму, окруженный толпой сторонников. Стоило ему завидеть группу граждан или солдат, он преклонялся к стене, какой-нибудь колонне или постаменту и обращался с речью. Параллельно сторонники Октавиана вели разговоры среди солдат. Причем пропаганда была проста как дверь. Цезарь, мол, обещал передать народу Рима все свое имущество, за исключением небольшой доли, которая достанется ему, Октавиану. А злой Марк Антоний эти деньги разбазаривает. Поэтому поддержите меня и получите деньги. Аргумент, надо сказать, рабочий. Для легионера еще добавляли, что, мол, я племянник вашего любимого Цезаря, и я дам вам льготы и земли, которые Антоний зажлобил. Так что в час Х, когда между Антонием и Октавианом таки вспыхнул открытый конфликт, внезапно оказалось, что силы плюс-минус равны. Солдаты открыто заявляли о нежелании сражаться, и Антоний, Октавиан и начальник конницы Цезаря Марк Эмилий Липид заключили триумвират. Они поделили территории государства. Октавиану достался Запад, Антонию Восток, а Липиду Африка. Но если что, они были не единственной политической силой в стране. Оставались еще сторонники республики, те, которые убили Цезаря. Но с ними скоро удалось покончить, триумвират разбил их армию в Греции, и двое основных республиканцев, Кассий и Брут, совершили самоубийство. Где-то в процессе Октавиан отобрал долю за победу у Липида, а потом началась война с Антонием. Марк Антоний на тот момент жил в Египте, женившись на египетской царице Клеопатре. Они с Клеопатрой даже разделили между собой восточные римские провинции. Разумеется, это не понравилось римлянам, потому что, у нас тут Рим, а тут какой-то отсталый Египет. Нафиг надо. Октавиан воспользовался недовольством, обвинил Антония в национальной измене и в работе на Египет. Началась новая война, закончившаяся тем, что в 32 году флот Октавиана разгромил Антония в битве при мысе Акций в Греции. Антоний и Клеопатра покончили с собой, а Октавиан торжественно вступил в Александрию. Гражданские войны, длившиеся 80 лет, наконец-то закончились. Октавиан оказался единственным властителем Римской империи, которая еще не была империей. Это только общая канва событий. Сегодня все-таки речь не про римские гражданские войны, но все же не могу не отметить одну вещь. Риму в какой-то мере повезло, что все гражданские войны там заканчивались победой какой-то стороны. То есть бывали моменты, когда государство делилось на части, но это было временно на несколько лет. А потом кто-то обязательно вырезал другого, и победитель забирал себе все. И такой фигни, как после смерти Александра Македонского, не случилось. В смысле, когда никто из генералов не мог победить полностью, и страна развалилась. А Рим, как единое целое, устоял. Ладно, нам важно другое, что Октавиан не делал резких движений, он не применял на себя царскую корону, как Цезарь, он не женился на иностранной царице, как Антоний. Вообще многие считают, что раз Октавиан сволочь такая, получил от сената титул Август, то есть божественный, то все, он стал монархом, но нифига подобного. Например, Гней Помпей в свое время получил титул Магнус, то есть Великий, но за ним как-то не сложилась репутация единовластного правителя. Сами по себе эти титулы значили не так уж много.
В общем, Август всячески вел себя так, чтобы было понятно, что он тоже типа за республику и за то, чтобы восстановить мир и покой. Поэтому первое, что сделал Октавиан, разгромив всех своих оппонентов, это действительно стал давать знаки, что все закончилось. Например, в Риме был такой храм двуликого Януса. И прикол этого храма был в том, что во время войны его ворота открывались, и уходившие на войну легионеры проходили через эти ворота. А когда войны не было, то ворота были заперты на ключ. Вот только к тому моменту Рим воевал уже столько, что двери храма Януса стояли открытыми буквально десятилетия без перерыва. И Октавиан провел торжественную церемонию, закрыв наконец-то их на ключ, то есть объявил, что будет мир. А еще он провел переучет сенаторов, как бы восстановив старую схему безо всяких там гальских вождей. Не, понятное дело, что Октавиан тоже свои дела делал не в белых перчатках, и что руки у него тоже были по локоть в крови. Он просто физически уничтожал всех оппонентов. Когда шла борьба со сторонниками Брута, то Триумвират вовсю пользовался проскрипциями. Это такие списки лиц, буквально врагов народа, которых можно и нужно было убить кому угодно без юридических последствий. Кстати, Цицерона, про которого я упоминал раньше, убили именно через проскрипции. Непосредственно убийц к нему подослали люди Марка Антония, но Октавиан как минимум не возражал. Или вот история уже более поздняя. В Италии, недалеко от Рима, был такой город Перузия, который в войне поддержал Марка Антония. Так вот, Октавиан этот город осадил, голодом заставил сдаться, а потом разграбил и сжег. Еще Октавиан повелел арестовать 300 римских аристократов, поддержавших восстание, и в годовщину смерти Цезаря устроил массовую казнь. Но когда гражданская война закончилась и Август повесил замок на храм Януса, то одним из первых его действий стала отмена проскрипций и террора. То есть все приговоры, вынесенные в ходе войны, типа отменялись. Провозглашалась всеобщая амнистия. Более того, сам Август несколько раз баллотировался в консулы в паре с политиками, которые раньше воевали в гражданской войне на стороне республиканцев, как бы провозглашая восстановление национального единства. Хотя, конечно, в реальности никакой террор никуда не делся, просто стал более точечным. Причем иногда буквально людей вымаривали из истории. Например, про консула Авла Морену, который был в 22 году казнен по подозрению в заговоре против Августа, мы по итогу практически ничего не знаем. Потом уже, когда Октавиан какое-то время будет у власти, ему донесут, что префект Корнелий Гал, которого направили в Египет, занимается странными делами. А именно реконструирует древние храмы, и не просто реконструирует, а еще на стенах требует выбивать свое имя египетскими иероглифами. Типа как у фараонов. Следствие выяснило, что вроде бы никакого подтекста в этих действиях не было. Просто чувак слегка поехал на египетской эстетике и решил у себя на подведомственной территории поиграть в фараона. Никаких реальных политических амбиций у него не было. Но Октавиан все равно распорядился префекта снять, а потом того вынудили совершить самоубийство чисто на всякий случай. Про Августа ходила даже зафиксированная римскими хронистами байка, что если арестованный за заговор молил о пощаде, ответ императора обычно состоял из 3 слов: «Ты должен умереть». У Октавиана даже была своя силовая структура для этого – преторианская гвардия. Сами преторианцы появились задолго до всего этого. Еще чуть ли не со времен основания Римской Республики было нормой, что у полководца во время войны была своя личная когорта из отборных легионеров. Но Октавиан сделал эти когорты своей личной армией. Это при том, что он не был полководцем и как бы сам провозгласил окончание войны. Но формально у Октавиана было звание командующими войсками Галлии, Испании и Сицилии. И он создал 9 когорт по 1000 бойцов на постоянке. Преторианцы были, во-первых, его личной гвардией, которая имела право с оружием в руках входить в Рим, что вообще-то было запрещено законом. А еще у преторианцев была не публичная функция тайной полиции. То есть помимо того, что это была армия, у них были свои тюрьмы и пыточные подвалы, которые были подчинены только Октавиану и где время от времени исчезали его враги. В
претарианцев набирали только жители Италии. Но помимо них у Октавиана был отряд, который назывался «Всадники Августа». 1000 элитных наемников-германцев. Хотел бы я сказать, что это он запустил традицию набора германцев, которая по итогу погубит Рим, но вообще это начал еще Цезарь. Потому что в отличие от римлян, германцы не были завязаны на римскую политику. И в верности этой дикой дивизии можно было не сомневаться. Но в том-то и дело, что если мы посмотрим на то, что делал и что провозглашал Август, то окажется, что он при всем своем бэкграунде вроде бы никакую империю не строил. Совсем наоборот. Внешне Октавиан вообще не брал на себя слишком многого. У него вообще не было никакой формальной должности. Ну то есть Цезарь и какое-то время Антоний были диктаторами. Это прям официальная должность с чрезвычайными полномочиями. Но Октавиан был не такой. Он, конечно, был пожизненным трибуном, 10 раз избирался в консулы, а потом стал великим понтификом. Это что-то вроде главного римского жреца. Но при этом суммарно формальный набор его полномочий был не то чтобы сильно большим. Главным титулом Октавиана был принцепс, первый среди сенаторов. Первый, кстати, означало только то, что он имел право открывать заседания совета. Еще было то самое громкое звание императора, но в его время оно значило не так уж много, просто отличившийся командир войска. То есть, по сути, это всего лишь почетный титул. Октавиан всегда баллотировался в консулы по процедуре, ну то есть типа демократическим выбором, и вместе с другим человеком, как было принято в республике. Тут история уже с упомянутым великим понтификом характерно. Изначально этот пост занимал тот самый Лепид, который одно время был соправителем Октавиана. И когда Октавиан отстранил Лепида от власти, то нужно было бы отобрать у него и эту должность. Но великого понтифика выбирали пожизненно, и сделать так было бы нарушением закона. Так что Октавиан не стал нарушать закон и оставил Лепиду эту должность. Император недавно подчеркивал, что ведет жизнь обычного гражданина, даже аскетично. Потом, когда римские императоры уже окончательно станут прям царьками, им будут кланяться в ноги, римляне будут вспоминать, мол, а вот Августа довольствовался тем, что его приветствовали поднятием руки, как обычного человека. Как писал римский историк Светоний, даже он спал, говорят, на постели низкой и жесткой. Одежду носил только домашнего изготовления, сотканную сестрой, женой, дочерью или внучками. По-моему, очень характерно, да? Все диктаторы любят говорить о своей исключительной скромности. В общем, официально все тогда было просто замечательно. И, кстати, не только тогдашние римляне так думали. Я как раз с того и начал. До сих пор на ресурсах, посвященных римской истории, можно натолкнуться на рассуждение о том, что Октавиан реально восстановил Римскую республику. А что она вот такая вот стала, завязанная на одного человека, ну, так это просто обстоятельства изменились. Зато какой человек был хороший, а римские свободы никуда не делись. Но если так подумать, то изменилось очень много. Во-первых, давайте вернемся к одному из тейков, который я вбросил в начале ролика. На момент правления Августа Римская республика — это были 5 миллионов полноправных граждан, которые жили в самом Риме и в Италии, и то не во всей. И традиционные органы власти касались только Италии и Рима, а в провинциях распоряжались римские легионы. А Август был императором, то есть верховным главнокомандующим. И вот в провинциях его власть была абсолютной. Просто по принципу командующего он назначал туда местных губернаторов. Опять же, вспоминаем, что легионы присягали не республике, а лично Августу. То есть из 50 миллионов жителей римского государства для 48 миллионов Август был именно что абсолютным правителем. Кстати, именно оттуда, из провинций, пошла идея культа бога-императора. То есть просто культа императора, который в Риме потом станет обязательным. Ну, то есть заставить молиться ему непосредственно было невозможно. Но был в римском язычестве один момент, так называемые гении. Это что-то типа ангелов-хранителей. Младшие боги-спутники конкретных людей. И вот когда ты молишься гению, то ты типа молишься не человеку, то какие вообще претензии?
Так вот, культ пришел с Востока. Там еще с древних времен привыкли обожествлять правителей. Если Александра Македонского в Египте признали сыном бога Аммона, то чем римские владыки хуже? Если что, римляне пользовались этой особенностью местных на тот момент уже лет 100. То есть в рамках пропаганды в Греции, Малой Азии или Сирии строили храмы, посвященные как бы богине Роме, олицетворению Рима. Но там были алтари и римским полководцам, которые эти земли покорили. Обычно жрецом в таком храме был кто-то из местных аристократов, перешедших на сторону Рима. Это было такое прикармливание местных элит. Но Август пошел дальше. Алтари начали возводить в тех регионах, где традиции молиться на царей отродясь не было. Обычно эти храмы божественного Августа появлялись в местах расположения римских легионов. Первым городом был Лагдун, нынешний Лион. А потом пошло-поехало. Сложнее было в Риме. Для римлян идея личного культа правителя была просто оскорбительной. Цезаря убили в том числе и за то, что он пытался ввести что-то подобное. Но Октавиан начал медленно и постепенно ломать систему. Причем он поступил следующим образом. В Риме помимо храмов были так называемые квартальные коллегии. Что-то типа приходских церквей, где собирался простой люд, в том числе бедняки. Молились там в основном Юпитеру и Ларам, то есть родовым богам. В ходе гражданских войн эти коллегии позакрывали, потому что там собиралась беднота, и сами понимаете, опасно для властей. Отличная среда для заговорщиков. И вот Август официально сделал милость простому народу. Разрешил открыть эти квартальные храмы, но с условием, что там первая молитва будет Юпитеру, вторая Ларам, а третья гению императора. Постепенно подкидывали и идею, что сам император был, скажем так, неординарно зачат. То есть, что в его рождении приняли какие-то участия боги. Возможно, Аполлон, который такой же красавчик, как наш Октавиан. Даже место рождения Августа было не определено. Сенат принял официальное постановление, что он родился на Палатинском холме в Риме. Но его дом в Велитрах тоже считался местом его рождения, и туда нельзя было входить без предварительного очищения. Получалось, что император как бы родился дважды. Так вот, о чем это я? Возвращаясь к государственному устройству республики, даже те 2 миллиона человек, которые как бы ее составляли, Август все равно контролировал. Просто потому, что все понимали, что за ним главный силовой ресурс страны. Поэтому даже не нужно особо было каких-то диктаторских полномочий. Как пример, у Августа была должность народного трибуна, то есть право вето на любой закон и любое решение Сената. Но вот он им ни разу за правление не пользовался. Почему? А потому что зачем? Когда у тебя весь силовой ресурс, то нет смысла накладывать вето на решение Сената. Сенаторы и так понимают, что если примут закон, который ему не понравится, то каждому, кто проголосовал за, ночью придут протерианцы и вылавливая себя потом из Тибра. И извините уж за такую параллель, но просто приведу пример менее давней истории. Сталин до 1941 года никаких государственных постов в СССР вообще не занимал. Тем не менее, никто не рисковал ему перечить. Вот как-то так же примерно работал тогда в Риме. И помимо этого, Август регулярно пытался выставить гражданское управление республики дурачьем. Помните ту зацепку, которую я оставил в начале, про перебои с хлебом и растущий Рим? Так вот, на самом деле, эта проблема оставалась проблемой все время правления Октавиана. Причем особенный прикол был у Рима. Как у города были свои местные власти, был свой префект. Были чиновники, которые отвечали за подвоз продовольствия в город. Но почему-то регулярно случалась ситуация, что как только божественный Август покидал свою столицу, то все шло наперекосяк. То есть чиновники не справлялись, хлеб в город вовремя не подвозили, цены взлетели. И да, простой народ шел к императору с просьбой найти управу на коррупционеров, что тот регулярно и делал. Царь хороший, бояре плохие. Классика со времен древнего Рима. Рим вообще был личной игрушкой Октавиана. Август и дня не мог прожить, не отдав какое-либо распоряжение по линии архитектуры, и действительно с полным правом заявлял на закате жизни, что получил Рим глинобитым, а оставил мраморным. Взял с Ахой, а оставил с атомной бомбой. Вы поняли. Это сейчас мы считаем, что когда нужно постоянно управлять страной в ручном режиме, то это не есть хорошо. Но с точки зрения пиара это работало. И раз уж говорить о пиаре, при
Августе началась самая настоящая борьба за духовные скрепы. Простите, за восстановление древних нравов. И просто я напоминаю, Рим на тот момент стал городом-миллионником, и проблемы там начались вполне как в современных больших городах. В смысле, рвались традиционные социальные связи. Всем было друг на друга, в общем-то, пофиг. Ну и разумеется, при таких условиях скрепы трещали по швам. А император, помимо прочих титулов, принял на себя еще и пожизненный титул блюстителя законов и морали. Если что, в республике и раньше такой был, назывался цензор. Но это опять же была должность, на которую избирали, а Октавиан занял ее пожизненно. Первым делом он занялся борьбой с супружескими изменами. Ну то есть секса в Римской империи не было. Было только рождение детей, желательно не меньше 3 на семью. А вот этот весь разврат — богопротивная бяка. Надо запретить. Мешает думать о благе Родины. Вроде как вообще один из первых законов, который принял Октавиан после победы над Антонием в 29 году, был закон об уголовной ответственности за супружескую измену. Я-то говорю вроде бы, потому что тот первый драфт закона то ли был, то ли не был, но в любом случае его почти сразу отменили. Времена еще не те. Вернулись к теме только через 10 лет, когда все нужные гайки в стране были закручены. Тогда закон приняли уже без вопросов, причем довольно крутой. Если муж застукал жену с любовниками, то он имел право убить обоих. Да, именно обоих. Отдельно проговаривалось, что женщину нужно было убить в любом случае. Если батя застукал незамужнюю дочку с мужиком, то он имел право поступить аналогично. Был и более цивилизованный способ – через суд. Пойманного на горячем ждала конфискация имущества и отправка в ссылку. Кстати, работало это только в одну сторону. А вот если женатый мужчина переспал с рабыней или с проституткой, то никаких наказаний не предполагалось. Ну, потому что это не любовь на стороне, а так чисто физиология. Семью такое не развалит. В общем, какие традиции, такие и ценности. Далее про семью. Одновременно вышел еще один закон, который прямо обязывал сенаторам жениться до 50 лет. А кто отказывался, тот получал целый ряд санкций, вроде запрета появляться в публичных местах. Еще были приняты законы, ограничивающие роскошь. Было прямо на уровне закона запрещено тратить на обед больше 400 сестерциев, а на свадьбу больше 1000. Гладиаторские игры, которые раньше мог проводить любой, у кого были деньги, стали монополией государства. А женщинам, например, запретили носить шелка. Ну, потому что роскошь — это не духовно. Вот берите пример с императора, который носит исключительно грубую шерсть. Кстати, а что с моральным обликом самого Октавиана? У него с этим примерно так же, как и у всех рьяных борцов за духовность. Его первая жена была дважды вдовой, и он ее бросил в тот самый день, когда родилась их единственная дочь. Поводом к расставанию была, цитата, «усталость от дурного нрава супруги». Затем была череда любовниц, причем, как правило, замужних. Октавиан потом рассуждал, что соблазнял чужих жен не из сладострастия, а чисто из государственных нужд, чтобы разведать мысли их родных, знакомых и мужей. Ну да. Последняя его подруга — это вообще Ахтунг. Октавиан вырвал из семьи первую красавицу Рима, 19-летнюю Ливию Друзилу, которая была в тот момент на 6-м месяце беременности. Понятное дело, что не от Августа. В Риме потом долго шутили, что Август наш-то настолько божественен, что у него ребенок родился через 3 месяца после свадьбы. Впрочем, как раз этот брак задержался. Ливия быстро поняла логику мужа и не стала мешать ему ходить налево, при условии, что тот будет возвращаться к ней. Марк Антоний стыдил Октавиана тем, что он, Антоний, живет с Клеопатрой, и она его единственная жена. А вот у Октавиана столько любовниц, что и не перечесть. В общем, вся эта петрушка с восстановлением древних нравов нужна была Октавиану и чисто с практической стороны. Ведь какой главный принцип был у римской политики? Хлеба и зрелищ. Ну, то есть главным способом агитации было либо проведение бесплатных пиров для простого народа, либо проведение бесплатных гладиаторских игр, то есть тех самых зрелищ. Август, борясь типа за нравственный облик римской знати, по сути перекрыл эти каналы для частных лиц.
Теперь и хлеб, и зрелище римлянам должно будет организовывать исключительно государство, то есть считай сам Август. Или вот еще. Октавиан в какой-то момент составил список сенаторов, которые по его данным вели аморальную жизнь, и сделал им предложение: либо они сами слагают свои полномочия, либо их изгоняют из сената и публично опозорят на весь Рим. Полсотни таки согласились уйти добровольно, а еще 140 были вычищены силой. Разумеется, среди них в основном были те, кто недостаточно восторженно относился к Августу. В общем, если как-то резюмировать все то, что я наговорил тут, то возникает достаточно интересная картина. Действительно, мало кто из современников заметил какие-то перемены в сторону монархии. Да и как бы не думали тогда люди в таких терминах. То есть слово «царь» для римлян все еще было ругательным. Но в чем разница между республикой и монархией, уже мало кто понимал. Ну то есть почему бы в республике во главе не стоять благородному правителю, действующему во благо народа, пусть и авторитарно? Со времен Первой гражданской войны прошло 70 лет. Мало кто вообще помнил то, как выглядела эта самая старая республика, которую якобы восстанавливал Август. Она выглядела скорее как старое доброе время, когда не было никаких межусобных войн, люди добрее, трава зеленее, и джелато стоил 1 сецерий. Поэтому Августу и удалось продать людям идею, что ничего страшного не происходит, и то, что он делает, это просто лучшее управление республикой. А по факту продолжал закручивать гайки и строил по факту монархию. Даже Цезарь вряд ли такое задумывал, а вот у Августа прокатило, потому что он не пытался форсировать события, а очень постепенно извращал суть государственных институтов. Кстати, власть он передал так же, как и передали и ему, то есть по наследству. Там вообще история была интересная. На наследство претендовали 2 человека. Пасынок Тиберий, это который якобы родился 3-месячным, и внук Агриппа Постум. Матери обоих детей всячески интриговали, пытаясь получше представить своего ребенка. Причем сам Октавиан то Тиберия, то Агриппу отправлял в ссылку. Но по итогу победил Тиберий, который и стал после смерти Августа новым принцепсом. По идее, он тоже как бы прошел через все эти процедуры выборов, за него голосовал Сенат и все такое. Но если Августа еще можно было назвать политиком, который сам хитростью добился своего положения, то, начиная с Тиберия, наверное, уже можно говорить про тех самых классических императоров, которые просто получают власть по факту рождения. Ну и с тех пор можно начать уже думать о Римской империи. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Еще подписывайтесь на наш Telegram и второй канал со стримами. Еще хочу напомнить про наш Patreon и Boosty. Там мы делаем уникальный контент для спонсоров. Я выкладываю аудиокниги в своей озвучке, а еще периодически собираюсь с подписчиками и играю в игры. Хотите погонять вместе со мной в доту или цивилизацию? Присоединяйтесь к спонсорам канала, буду очень рад. Ссылки, как обычно, в описании. Ну и как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Даниил, Водолей, Crazy Cat, Алексия Суис, Анна Макунина, What Remains of Me, разбираем Кремль на брукивку для Львова, политический цирк, Аяса Сахои, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Новотный, XP, Ясперму М, Нона Шинкаренко, Глашатый, Ранейр, Донбассятин в стране басков, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. Надеюсь, вам все понравилось. Всем спасибо, до скорых встреч, всем пока!